Привет, мои дорогие. Да, как вам превьюшечка такая там, да? Кто-то может подумать, что там, боже мой, что ты нам свои носки показываешь, да? Ты бы еще лучше портянки показал. Шучу, конечно. Ну, народ же разный, соответственно, да? У меня был ролик, где я там рассказывал про мужское одиночество. И, в общем-то, рассказывал его за обедом. То есть сидел, обедал. Вот. И, ну, некоторых особо чувствительных товарищей это так задело. Вот, что там писали комментарии от хамских до, ну, да просто то, что их задело. И вот, на самом деле, нормальное явление. Человек кушает, подумаешь. Ест, хорошо ест. Вот. Я хотел, на самом деле, что поговорить-то, на какую тему. Сейчас еду в город. Новый Сад. Да, в большой город еду. К делишкам. Надо делишки порешать. Вот, сейчас, секунду. Надо очечки притереть. Это что ж такое? Вот, что-то давно не протирал. Ну, бог с ним. Я хочу просто расшифровать свою запись, да, по поводу моды. Я там написал, что вот мода, как вы относитесь к стилю и так далее. Ну, на самом деле, я, может быть, не совсем корректно выразил вопрос. Это даже не вопрос был, а так, это, знаете, как это я бросил так во вселенную, в эфир такой запросик. Вопрос надо было сформулировать по поводу стиля, да, стиля одеваться. Ну, мода, стиль, в принципе, это параллельно идущие вещи же. Вот. Почему задал вопрос? Потому что мне это интересно. Ну, вы заметили, да? Я тоже люблю модничать, да. Вот. И, как называется, плевать, что на тебе одето. Ну, блин, с таким же успехом можно вообще ничего не одевать. И зимой ходить там, трясти бубенцами замерзшими, грубо говорю, да. Нет, ну я к тому, что, смотрите, почему мне это нравится. Ну, во-первых, это самоощущение. Это не для того, чтобы выпендриваться перед кем-то, да, а именно для самоощущения. Мне нравится, как я выгляжу. Да. Я знаю свои огрехи, я уже когда-то уже говорил об этом. Ну, я же люблю хвастаться, да. То есть вот я еду в машине, я вот разговариваю, как говорится, сам с собой веду беседу с телефоном. Ну, и с вами в том числе. Вот. Я еду и себе нравлюсь. Вот я в машине, на меня как бы сейчас никто не смотрит, никто меня не видит. Но мне приятно быть в чистой рубашечке, да, там, в туфельках начищенных. Все это уже довольно старенькое, вот, то есть такое, ну, не заношенное, то есть здесь нет этих пятен затертых. Цацки тоже люблю, ребят, цацки снимать не буду. Кому-то не нравятся мои цацки, извините, ребят, цацки будут. И много. Значит, по поводу вот этих вот перстней, которые я там показываю периодически, да, они мне так нравятся, но, естественно, я ими хвастаюсь, да, вот так вот, знаешь, так, чтобы заметили, да. Значит, я их купил в Ташкенте. Я до этого никогда колец не носил, ни обручальных никаких. Терпеть не мог на что-то на пальцах. Но ведь все меняется. Я ведь бороду когда-то не носил, да. У меня когда-то была лысая башка. То есть это называется, я не знаю как, изменение. То есть ты меняешься, ты работаешь над собой, ты делаешь какие-то движения, понимаешь. То есть если когда человек консервативен, да, вот любит он, например, плесковицу и чевапи, и, допустим, суши для него это яд, это вот просто противная еда. Понимаете, о чем я? Это такой тонкий намек. Не буду дальше развивать эту тему. Вот. А когда человек развивается, он, допустим, может ходить с усами, с бородой, бритым, лысым, волосатым, понимаете, да? То есть эксперименты, движения. Это же классно. Это же классно. Вот вы меня видите в огороде в таких этих грязных штанах, в рубашке такой рабочей, так вот, значит, какой-то майке там выцвевшей. Да, она не вонючая, она выцвевшая. Ну, просто она вид такой имеет непрезентабельный. Потому что она реально, то есть, когда потеешь на солнце работая, и солнце жарит, ну, прям солнце реально, то есть, да, потому что, чтобы не сгореть, она выцветает ткань. Это просто вот от времени. Там ей этой майке там года 2. Я не оправдываюсь, я просто рассказываю, как здесь, с одеждой. Вот. То есть, она рабочая майка у меня вот эта синяя. Да даже работать, ребята, приятно в нормальной одежде. Вот, например, вот эта синяя рубашка, это Levi's. Вот, то есть рабочая, да, специально work sheet, то есть shit. Да.
брючки, которые зеленые вот эти, да, но они коротковатые, вы заметили, да, они короткие. Я уже когда купил, уже, ну, в общем, короче, поздно спохватился. Значит, это 5.11, я вас умоляю, погуглите цену. То есть они сейчас в огороде живут, ну, на мне, точнее, работают вместе со мной. Это 5.11, да, Tactical. Ну, вот, шикарные штаны для вот походов, там, вылазок и прочего, там, в лес шариться. Вот, но они маловаты немножко для этого. Но не суть. То есть, даже по-другому скажу, да, я так немножко буду перепрыгивать с темы на тему, потому что мыслей много, что-то копошится. Даже вот смотрите, к вам приходит, например, мастер, ну, сантехник, допустим, давайте так вот, сантехник, да, вот у кого у вас, к кому, точнее, больше доверия возникнет, к мужику, который в трениках, в растянутой майке, там, каждые 10 минут курит, там, и там с гнилыми зубами, например, я извиняюсь, да, вот, такой какой-то мужичонка, да, небритый, ну, неважно какой там, да, вот, просто вот так, да, или человечек, который пришел, от него парфюмом пахнет, да, в комбезике, да, рабочем таком, не новом, но красивой в униформе, да, с чемоданчиком, с инструментами, вот, а не с ящиком картонным, понимаете, вот, то есть, да, я понимаю, что вы можете сказать, да ладно, сейчас вот этот в трениках он сделает лучше, чем этот ваш в комбезе, там, да, там и так далее, ну, ребят, я как бы не буду спорить, здесь вот этот нонконформизм, как бы я не буду сейчас как доказывать что-то, да, вот. Я приходил к людям, когда я работал руками, ну, то есть, зарабатывал деньги руками, скажем, да, то есть, что-то делал. Вот, когда я приходил к людям, допустим, у меня был там чемоданчик с инструментами, вот, отдельная папочка с бумагами, понимаете, да, комбезик, ботиночки вот эти все рабочие, то есть, понимаете, приходил, вроде казалось бы, да, вот откуда у меня это в голове, я не знаю. Ну, нет, ну, понятно, что были примеры там, скажем, да, какие-то западные. Вот. Просто я говорю, я же ездил в Германию довольно часто, поэтому вот. И поэтому, естественно, у меня это отложилось. Я вот как бы так одевался. То есть, во-первых, в униформе удобно работать. Там кармашки всякие и так далее. И люди говорили, ух, слушайте, ничего себе, как у вас так все прям вот продумано. До этого приходил какой-то чел там в каких-то трениках, в сандалях, там, да, у него там полотняная сумка с дрелью и с отверткой, понимаете, да? То есть, вот, ну, майстер. Я говорю, ну, ребят, ну, извините, давайте так вот сейчас посмотрим, я сейчас сделаю, проверите, посмотрите, дальше уже будем разбираться. Никто не жаловался. Я не сантехник, я просто к тому, что, ну, там немножко другие были задачи, ну, по строительству. Вот. Но мне было приятно, и людям было приятно, понимаете, какая тема, да? То есть, чисто внешне, понятно, что вот не зря за поговорка, да, встречать там по одежке. Вот. Ну, здесь как бы и встречают, и провожают по одному и тому же. Поэтому... Да, и вот эта мода мне как бы вот нравится. И в обычной жизни, да, вот, например, вот сейчас, видите, рубашечка, да, там вот, ну, то есть вот, еду в город, просто повыпендриваться, на самом деле, надел, потому что мне хочется, мне приятно. Я не могу постоянно ходить в этом селе, в этой вот трениках и алкоголичке с этими овцами, мне это надоедает. Я хочу выглядеть хорошо для себя. Второй момент, давайте будем честными, ребят, вот мужчины, неважно, даже вот старшего возраста, такие как я, там за 60 плюс и так далее. Вот вы же смотрите, ребят, мы все живые люди, я понимаю, отнекиваться не нужно. Все вы смотрите, допустим, на молоденьких девчонок, да, ну вот с такими вот фигурками, да, не на вот этих вот непонятно кого там, вот, а на вот такого вот, молоденькие, красивенькие. Вы смотрите на красивые, вот, вы смотрите на красивые. Не потому что, там какое-то там вожделение, а просто смотрите на красивое. Это, знаете, как в музей сходить. Ну, я утрирую, конечно. Приятно же смотреть, когда девушка красиво одета, да? Симпатично одета, симпатично выглядит, нормально, да? То есть нормально соблюдает фигуру и так далее, блюдет. Ну, не до фанатизма, ох ты, да? Грузовик передо мной едет, что-то я уж прям чуть не понесло. Кошмар, дядька. Вот. И... То же самое можно сказать о женщинах, да, ведь вот когда вы идете, например, да, вот идет пара, ребята, я же не к вам конкретно, вы там на себя-то не перекладываете это, я к примеру вам показываю, рассказываю, да, как может быть. Так, слушайте, давайте-ка его обгоню, сейчас, немножко отвлекусь на обгон, а то что-то он какой-то, что-то его носит, вроде вторник, да не, они за рулем-то нормальные.
Идет семейная пара, да, женщина. И, допустим, вот я, например, такой вот иду, вот такой вот весь из себя интеллигентный, в рубашечке, в кофточке, в туфельках начищенных, да, без брюха. Ребят, ну, блин, примите это когда... Ну, нет, естественно, живот есть. Естественно, я старый, что-то, скоро 60. Что-то выпирает, естественно, там. Но я стараюсь его там подкачивать, прокачивать и так далее. Диета и так далее. Ну, разумная. То есть я подтянутый. Давайте так. Вот я в свои годы подтянутый. И мне приятно, когда, например, на меня косят взгляды вот эти женщины, да. Я же замечаю. Ну, все видят. В спортзале то же самое, девчонки молодые. Вот. То есть по сравнению с теми пацанами... Нет, в спортзале большинство пацанов, ну, такие качки. А, естественно, там, мне до них еще... Ну, они молодые, им там 20-30 лет. Мне тоже 60, поэтому я даже не смотрю на это. Вот. А на улице, да. То есть, когда народ смотрит на подтянутого дядьку, да не только про себя. Вот сколько я встречал таких, значит, ребят спортивных, дядек в возрасте, мужчин, ну, там, сколько, за 40 явно уже, да, там, и такие тетки, и такие в автобусе, так что же смотрят, так я смотрю, вот, ну, это же видно все. Естественно, она сравнивает, она смотрит не к тому, что, допустим, сейчас мне этого поменять своего мужа на этого мужичка, нет, она просто сравнивает своего вот этого непонятно какого мужа с отвисшими джинсами сзади, да, ну, потому что не по размеру куплены. Кстати, она тоже в этом виновата. Вот, и смотрит на вот этого подтянутого дядьку. Ну, господи, календари там, да, вот пожарные, допустим, да, там такие дядьки по пояс, ну, голый торс, там такие все накачанные, с кубиками. Понимаете, да? Вот. Ну, у каждого свои, как бы. То есть это же приятно смотреть на вот таких людей. Просто это эстетическое удовольствие. А мне, например, да, когда вот на меня так смотрят, ну, я же не дикарь, я не в лесу живу, я живу среди людей. Мне тоже приятно, когда на меня обращают внимание. Посторонние люди, мы никогда в жизни больше не увидимся, может быть, с ними. Никогда. Но мне приятно. Потому что я, как говорится, как объяснить-то? Ну, не зря все это делаю. Я не напрягаюсь, да, там, ногти не крашу, там, брови не выщипываю. То есть вот это все специально, это все нет. Но уход должен быть какой-то. Уход какой-то должен быть в любом случае. Парфюмчик. Я не зря, помните, показывал, да? Какие ролик у меня был. Попробую приложить куда-то его, ссылочку на него, кстати, дам. Какие люди, как такая жизнь. Кстати, идеально. Это будет идеальная рекомендация к этому ролику, вот к этому. То есть вот такие рассуждения, друзья мои. То есть про моду я спросил именно вот потому, что понимаю, люди у меня собрались примерно со мной на одной волне. Люди понимают, я понимаю, что собрались понимающие люди, да, такой каламбурчик. Вот. Это классно. Ну, кстати, вот в комментариях отметились в основном, естественно, женщины. Ну, я не сомневался. Вот. Спасибо всем. Вот. Ну, и мужчины тоже, на самом деле. Тоже спасибо. Вот. Это очень классно. Поэтому, да. А почему еще этот вопрос-то я задал, да? Потому что насколько эта тема вообще в принципе интересна. Я же показываю свою жизнь, это, ну как, Grandpa Life шоу, то есть шоу моей жизни. То есть не только в огороде, не только ворчу, не только там что-то про иммиграцию, там, про путешествия и прочее. Но моя жизнь не только из этого состоит, она состоит вот из такого тоже. Я же одеваю что-то, правильно? Вот. Нет, стоп, я надеваю. Одевают кого-то, а надевают на себя, да? Поправьте меня. Ну, кто-то сказал, что у меня грамотная речь, друзья мои. Я себя переслушиваю. Я, конечно, благодарен вам за этот лестный комментарий. Как говорится, ну нифига я не грамотный, вы что? Ой, не ерничайте. Ребятки, ну я самокритичен, вы же знаете. Вот. Но мне от этого смешно бывает иногда. Ничего страшного. Так вот, продолжим. То есть у меня возникла даже мысль, а не заняться ли мне когда-нибудь продажей одежды? Не пошивом, я не портной, я не модельер, не изобретатель новой моды. Но мне нравится стильные люди, стильно одетые, да, то есть вот есть много-много американских, есть американские блогеры, там, как это, господи, RSM, забыл название, в общем, там, Антонио такой дядька, он все рассказывает классно, у него там 3 миллиона подписчиков, вы не поверите. Вот, он рассказывает про мужскую моду, именно как мужчинам одеваться, как вот все, то есть там подборка стилей и так далее, то есть какие-то моменты. У него уже полно, очень много роликов разных. Вот, ну, там в основном американцы, они же любят поговорить, как я сейчас. Вот, ну, там с какими-то примерами. Довольно интересно, довольно приятно смотреть. И вот эти мысли он высказывает, они очень схожи с моими.
по поводу того, как одеваться, где одеваться и так далее. То есть, ну, вы поняли, да, к чему я? Вот. И вот это занятие одеждой. Эта мысль у меня уже давно возникла, на самом деле. То есть еще лет, не знаю, 8, наверное, назад. То есть был такой план открыть, ну, либо интернет-магазин, либо просто магазин, да, вот где продавать хорошую стильную одежду. Понимаете? То есть меня как бы тоже швыряет там со стройки, с этими матами, да, с работягами, в колхоз какой-то, то одежда там, значит, высокая мода и прочее. Нет, не высокая мода, однозначно. Но, кстати, помните, когда «Дьявол носит Прада», когда вот это, господи, Андреа говорит, типа, боже, это же просто синий, да, там, это просто тряпки. Тряпки? И когда эта Аманда там, значит, ей там прочитала лекцию по поводу того, что, значит, ну, цепочку, да, откуда, значит, что кто-то там потратил кучу денег, ресурсов на изобретение вот этого цвета, ну, как изобретение, господи, на утверждение там, на комбинации, ну, понимаете, да, про одежду, вот. И, значит, постепенно там, значит, все это спустилось в масс-маркеты. То есть вот этот свитер, говорит, ваш нелепый свитер, да, который вы купили где-то там на распродаже, это результат работы как раз вот этого модельера, который придумал этот небесно-бирюзовый цвет там какой-то и так далее. Я с ней согласен. Обалденная, кстати, речь, то есть классная, вот это вот прям вот такая мотивационная. Это почти как «Волк с Уолл-стрит». По поводу, вот помните, да, что говорит, с деньгами вы можете спасти пятнистую траву, сову от вымирания, вот, и жертвовать там туда-сюда, ну, в общем, вот это, понимаете, мотивационная речь, да, я где-то когда-то даже тоже ее прикладывал в какой-то ролик, вот, да, ребята, то же самое с одеждой, это так, я чисто вот в эфир бросаю свои мысли, что у меня в голове творится, это не секреты, абсолютно. Это не личное, это, я даже не знаю, просто приятно интересное, мне так кажется. Вот, друзья мои. Ну, я надеюсь, я как-то расшифровал свою вот эту запись, да, почему я так вот, она как бы неожиданно всплыла у меня так, да, и неожиданно я ее вбросил, народ такой, а к чему вопрос? Ну, то есть, казалось бы, да, там, жизнь в Сербии, а к чему здесь, при чем здесь мода? Добавлю еще немножко, ребята. Значит, я когда ездил в Белград поначалу, я давно уже не был, я года полтора в Белград не ездил. Да, года полтора я не был в Белграде, представляете? Стоп, нет, вру, год не был в Белграде, точно. Я ездил в Белград последний раз покупать микрофоны, вот эти вот классные. Точно. Ну, сам факт, что год не был в Белграде. Но поначалу, когда я туда попал, я заметил, я же там пешком ходил, то есть я доезжал до железнодорожной станции, до вокзала. И там пешочком шел в центр. Я обратил внимание, что вот когда я там летом был, соответственно, там очень много модно одетых людей. И в основном старшего возраста. То есть в основном очень модно одетые старички, ну, мужчины в возрасте и женщины в возрасте. Смотрится шикарно. Знаете, как вот что-то такое а-ля, знаете, итальянское напомнило мне, да, то есть итальяшки же, они такие, извиняюсь, они же модники, да, итальянцы, вот, вот, они же модники такие все, модницы и так далее, то есть оттуда мода идет, да, соответственно, Милана и так далее, вот, и в Белграде я заметил много таких вот людей, то есть там идет дедушка в джемпере, в шляпе, в таких модных лоферах, такие брючки у него вот эти шикарные чиносы. То есть вообще просто. Причем он для его возраста абсолютно нормально смотрится. Он не пытается там молодиться и так далее. Шикарно. Женщины тоже там модные, в всяких шляпках, всяких кофточках. Красота же. Вот. То есть вот это я обратил внимание. Естественно, в маленьких городах, ну, меньше таких людей, ну, мало. Хотя тоже пожилые. В основном хорошо одеваются пожилые. Вот, именно так вот, стильно, именно по-стильному. Вот, Белград практически такая столица местной моды. И там, естественно, многие дорогие магазины. Там есть дорогие магазины. В принципе, вот в маленьких городах там в основном масс-маркет. Да даже в Новой Саде, на самом деле. В основном масс-маркет, нет чего-то дорогого. А в Белграде есть. Я там заходил, не помню, какая марка, не помню. Джемпер там 60 тысяч динар, 600 евро за джемпер. Обычный, вообще вот простенький. Ну, за марку. Это деньги за марку. Я не говорю, что это нужно покупать обязательно.
Вот. Ну, кстати, вот я сейчас баечку расскажу про себя. Я когда вот как раз устроился работать, по найму еще, это где-то было на заре 2000-х годов, в компанию, которую основали ребята, ну, не москвичи, то есть они, ну, неважно откуда, но там серьезные ребята приехали, соответственно, организовали бизнес в Москве, вот, чтобы денежку поднять. Молодцы. И, соответственно, они туда подтянули своих, как бы, подтягивали своих там земляков, ребят, ну, и набирали местных, толковых местных, таких, как я, да, вот, мне удалось, как говорится, туда проникнуть, вот. Там было, ну, половина приезжих, половина местных, вот, ребятки работали. В общем, зарабатывали хорошие денежки, денежки, мерзкое слово, как мяско. Зарабатывали хорошие деньги, вот. Другое дело, как я лично ими не распорядился, потому что я дурак, я их все профукал. Но не в этом дело. Просто, и вот когда ребята стали зарабатывать хорошие деньги, естественно, там стали ну, одеваться, покупать одежку и так далее. Но, поскольку народ, я извиняюсь, из провинции, ребят, не обижайтесь, вот, народ в основном привыкли там закупаться на рынках и так далее. И все такие, айда на рынок купим, там что-то, там классные шмотки купил, там классные штаны, рубашки, туфли и так далее. И я такой тоже послушал, думаю, а что мне там, я тоже пойду, как они же, да, там пошел за стадом, пошел за толпой. Вот, тогда еще, по-моему, Черкизон был рынок, вот этот огромнейший, со шмотками, со всем барахлом. Вот, и, значит, я там купил себе туфли, такие типа а-ля модные, тупоносые. Ну, господи, какие представления о моде еще были тогда. Вот. Купил себе синтетические рубашки. Гладить не нужно, покупай, не нужно гладить шикарные рубашки. Да, купил. Вот. И, значит, кожаную куртку. В результате туфли, каблуки у меня отвалились буквально там через неделю. Да, что-то дней 5, наверное, прошло. Отвалился первый каблук. Я его прибил, приклеил. Потом второй также. Да я понял, что это дерьмо, эти туфли я выбросил. Вот. Они были не очень дорогие, ну, сам факт. Рубашки. Во-первых, синтетика. В синтетике летом потеешь как слон. Просто потеешь как слон. Естественно, ну, кому приятно запах такой, да? Вот. Естественно, они уехали на дачу у меня в тряпке. Вот. Кожаная куртка, значит, ну там, смотри, ну там ребята в основном с Кавказа торговали. Вот, и, значит, смотри, какая куртка, там все классно, вот, значит, зажигалкой там проверяли. Но когда я уже пришел домой, там стал осматривать, я тоже не такой супер покупатель. Здесь кожа тонкая, здесь кожа толстая, там еще короче, дерьмо. Вот, хотя денег стоило неплохих. Вот, тоже уехала на дачу. В общем, я понял, что я ошибся. Вот это мне была такая наука, да, то есть такой как бы жизненный опыт. Я говорю, не, ребята, все, к черту ваши все эти рынки. Я, естественно, пошел в нормальный магазин и купил, да, не самые фирменные, то есть, ну, например, тут туфли эковские, да, у меня были ботинки, которым не было сноса. Вот, туфли я купил эковские, тоже лет 8 носил, пока там они у меня, ну, просто уже стали в непотребном виде. Удобные, ноские, то есть, понимаете, рубашечки, там парочку, значит, троечку хлопковых рубашечек купил. Леон на лето, чтобы, ну, не жарко было, да, такая легкая форма, брючки, там вот это все, то есть, ну, понимаете, да, вот, и, значит, соответственно, кожаные куртки. Вот сейчас вот эти кожаные куртки, да, которые вот на мне вот, то есть, это уже я уже с опытом купил, то есть, это уже, ну, это не супер фирма итальянская, нет, это кожа не мягкая, это кожа такая рокерская, жесткая, у меня это вот, видели, да, коричневая куртка зимняя и такая межсезонная, обалденная, качество шикарнейшее. Вот, то есть вот прям с удовольствием их ношу. Вот, я бесносный, как говорится, нет уже сколько лет. Прекрасно. То есть вот что. И, соответственно, да, то есть вот дорогие вещи, они, как правило, качественные. То есть дорогая вещь, как правило, качественная и удобная. Вот. И поэтому, естественно, и тебе приятно ее носить. То есть вот, слушайте, ребят, вот напомните, мне был такой фильм, не могу его найти, я не помню, как называется, не помню, кто играет. Значит, смысл в том, что там долгое время ловили какого-то грабителя банков, дядьку, вот, поймали случайно на какой-то фигне, соответственно, да, и, значит, вот его поселили в какую-то там, на какую-то съемную квартиру, чтобы там его там допрашивали периодически, вот, и, значит, вот этот следак с ним там постоянно общался, вот, полицейский. И там тоже был такой момент, значит, что, дядька этот очень стильный такой, элегантный такой, ну, как сказать, то есть он этого полицейского в конце соблазнил.
на вот это все. А как получилось? Он ему дал померить пиджак. Ну вот слушай, говорит, у тебя пиджак синтетика, да, вот наверняка там потнючий, там неудобный и так далее, да, там вот хорошо, дайте сейчас вот возьми мой померить, там дал ему свой шерстяной пиджак, сшитый на заказ. Вот. Я, говорит, подними руки, как тебе, говорит, удобно, да, как легко, ты его чувствуешь? Он говорит, вообще, говорит, ну, то есть, вот. И чувак засомневался, вот, как говорится, в правильности своего выбора работы полицейским. Короче, вот, я не знаю, как называется фильм, напомните, если кто-то смотрел, классный фильм. Вот, то есть, он ему дал попробовать хорошую вещь, понимаете? Когда пробуешь хорошую вещь, потом на дерьмо уже не тянет, поверьте мне, это как с едой. Как с едой, с одеждой, с машинами. Кто бы говорил, едя на табуреточке, но на колесе. Вот. Да, ребята, ну, не всегда же получается. Я знаю. По крайней мере, я знаю, что есть лучше гораздо. Вот. Из прошлой жизни знаю. Вот. Такое видео, друзья мои. В общем, короче, пока доехал до Зринянина, с вами поговорил. 25 минут. Да, до Зринянина примерно 25 минут ехать. Ну, где-то полчаса. Вот, друзья мои. Так, до Нового Сада мне еще где-то минут 40, поэтому хватит пока. Надеюсь, мысль свою выразил. Много мыслей. Пишите ваши комментарии. Ребят, подписывайтесь. Кто видит первый раз, подписывайтесь. Я хороший, я классный дедушка. Подписывайтесь на меня. Да, я буду иногда ворчать. Ну, потерпите дедушку. Дедушки, они другими быть не могут. Вот. Ну, нормальный. Нормальный дедушка должен ворчать. Все, пока-пока, ребятки. Будьте здоровы.